Вы замечали, что деньги приходят к одним людям легко, словно сами текут в руки, а другие годами бьются за каждую копейку? Одни просыпаются с энергией, полной идеи и желания жить, а другие с утра уже устали. Одни создают проекты, бизнесы, произведения искусства, творят свою реальность, а другие годами мечтают, но ничего так и не рождается. Сегодня я расскажу вам две истории из древности, мужскую и женскую. Объясню, как работает этот центр, и дам практики, которые включат его в вас. После этого видео вы поймете, почему раньше все было так сложно и что нужно сделать, чтобы жизнь потекла. История первая. В храме богини Хатхор жила жрица по имени Нефертити. Храм Хатхор был особым местом, туда шли за исцелением тела и души, с богатством, за решением проблем, которые казались неразрешимыми. Жрицы этого храма владели тайнами, которые знали немногие. Они умели работать с творческой силой, живущей внутри каждого человека. Однажды к жрицам пришла женщина. Когда-то она была полна жизни, красива, богата, окружена людьми, но сейчас, сидя перед жрицей, она говорила: «Я словно умерла внутри. Просыпаюсь и не чувствую ничего. Богатство уходит, хотя я тружусь, не покладая рук. Идеи ушли, радость ушла. Я существую, но это уже не жизнь». Нефертити смотрела на нее долгим взглядом, читая энергетическое тело этой женщины. Потом сказала: «Твой источник творения перекрыт. Представь дерево, которому перекрыли воду корням. Оно стоит, ветви на месте, но соки перестали течь. Оно медленно засыхает». «Почему?» – прошептала женщина. «Потому что ты забыла свою природу. Ты живешь как воин, а рождена течь как река. Ты делаешь то, что должна, вместо того, что хочешь. Ты пытаешься контролировать все, вместо того, чтобы доверять потоку. Источник к тебе закрылся». Нефертити провела с ней ритуал активации. Очищение водой и огнем, движение тела под древние ритмы, пробуждение того, что спало годами. На 4-й день женщина проснулась и заплакала. Но это были слезы радости. Я снова чувствую жизнь, будто что-то внутри проснулось». Через месяц она вернулась в храм с дарами и благодарностью. Дела ее наладились, богатство потекло, идеи вернулись свежие, яркие. «Что ты сделала со мной?» — спросила она. Нефертити улыбнулась. «Я ничего не делала. Я просто напомнила твоему телу, что ты творец, и включила то, что было выключено». Вторая история. Жрица работала через расслабление, через возвращение к текучести женской энергии. Это путь воды. Жрец же работал с мужчиной через концентрацию, через направление силы, через фокус. Мужской путь — путь огня. Пути разные. Источник один. Египтяне называли его сакральный центр. Индейцы-даосы называли море энергии. Это второй энергетический центр человека. Он находится в области между пупком и лобком, там, где физически рождается жизнь. И отсюда же рождаются все творения, идеи, проекты, деньги, искусство и способность создавать новое. Когда этот центр открыт, жизнь становится потоком творчества и изобилия. Сваткистхана — это реальный энергетический центр, который можно почувствовать физически. Когда он активен, вы ощущаете тепло, пульсацию, приятную наполненность в нижней части живота. Это центр творения, того самого творения, которое большинство людей понимают слишком узко. Мы думаем, творчество — это искусство, картины, музыка, поэзия. Это тоже творчество, да. Талант рождается отсюда, вдохновение приходит отсюда. Но создать бизнес — это тоже творчество. Придумать решение сложной проблемы — это творчество. Родить ребенка — это высшее творчество природы. Заработать деньги новым способом — это творчество. Приготовить ужин так, что люди за столом замолкают от удовольствия — это тоже творчество. Творить значит брать то, что существует как потенциал, как идея, как возможность, и воплощать это в материальном мире. Делать нематериальное материальным, превращать мысль в вещь, замысел в результат. Сваткистхана — это верта между миром идей и миром материи, энергетический портал, через который проходит все, что мы создаем. Когда этот портал открыт, энергия течет свободно. Идеи приходят сами, деньги текут легко,
потому что вы постоянно генерируете новые решения, новые возможности. Сколько денег вы создали за последний месяц? Именно создали. Через новую идею, новые решения, новые возможности. Не через «заработали тяжелым трудом», а именно сотворили. Если ответы звучат как «давно», «не помню», «вообще никогда», ваша сваткистхана перекрыта. Хорошая новость — этот центр можно открыть, разблокировать, включить заново. И когда вы это сделаете, жизнь изменится радикально. Теперь важный момент, без понимания которого практики не работают. Мужчины и женщины работают с творческой энергией совершенно по-разному. Это природа через энергетическое тело. Вы связаны со своим родом, с предками. И если в роду были тяжелые программы, хроническая бедность, болезни, проклятия, травмы, они передаются через поколения и блокируют вашу энергию. Пример. Ваша бабушка всю жизнь жила в нищете. У нее сформировалась глубинная программа «денег нет и не будет». Эта программа записалась в энергетическом поле рода. И теперь она влияет на вас. Вы можете сколько угодно работать, но денег все равно нет. Программа блокирует поток. Вся эта грязь накапливается годами, слой за слоем, и в какой-то момент сваткистхана похожа на забитую трубу. Энергия пытается течь, но не может пробиться сквозь все эти блоки. Есть способы, чтобы разблокировать и активировать ваш источник творения. Я дам несколько практик. Некоторые универсальны для всех, некоторые с акцентом на женскую или мужскую энергию. Выбирайте то, что откликается вашей душе. Практика первая. 15 минут для себя. Это самая простая и самая сложная практика одновременно. Каждый день выделяйте 15 минут на то, что приносит вам удовольствие. Просто удовольствие, без цели, без пользы, без продуктивности. Что угодно, что вам нравится. Для женщин это может быть танцевать под любимую музыку, лежать в ванной, красить ногти, читать роман, пить кофе с пирожным и смотреть в окно, мечтать, ничего не делать. Для мужчин играть на гитаре, возиться с машиной или техникой, гулять в лесу, играть в видеоигры, смотреть фильм, читать что-то интересное не для работы, а для души. Для всех рисовать, готовить что-то вкусное, слушать музыку, гладить кота, смотреть на закат, лежать на траве. Правило: никакой вины, никакого «я должен работать». Эти 15 минут священны, они только для вас. Каждый раз, когда вы делаете что-то для удовольствия, вы даете сигнал сваткистхане: «Мне разрешено наслаждаться, мне разрешено быть». Источник начинает оттаивать, понемногу, день за днем. Делайте каждый день, 21 день подряд минимум. Практика 2. Оранжевая ванна. Это подход очищения через расслабление. Это древний рецепт очищения энергетического тела из храма Хатхор. Рецепт: 1 килограмм морской соли или английской соли, 5-7 капель эфирного масла апельсина. Ванна вода теплая, не горячая, 37-38 градусов. Как делать? Растворите соль в воде, добавьте масла, ложитесь и в ванну на 20-30 минут. Закройте глаза. Визуализация. Представьте воду оранжевого цвета, теплая, солнечная, радостная. Она растворяет всю энергетическую грязь, все блоки от людей, всю тяжесть от подавленных эмоций, весь негатив, и наполняет вас чистой, свежей, творческой энергией. После ванны не вытирайтесь насухо, просто промокните тело полотенцем и дайте воде высохнуть естественно. Так энергия лучше впитывается. Эффект: вы физически почувствуете легкость, как будто сбросили тяжелый груз. Чистота изнутри. Делайте 1-2 раза в неделю, особенно после тяжелых дней, после общения с негативными людьми, когда чувствуете себя грязным энергетически. Практика 3. Движение тела. Инь активируется через движение тела, особенно через движение бедрами и тазом. Для женщин – танец. Включите музыку, любую, которая вам нравится, дома наедине с собой. Начните двигать бедрами и тазом, круговые движения по часовой стрелке и против, восьмерки, волны телом, покачивание из стороны в сторону, все, что хочется. Важно, закройте глаза. Не думайте, как это выглядит, просто чувствуйте движение, наслаждайтесь им. Это древняя практика пробуждения женской энергии. Танец бата, храмовые танцы – все это про активацию. Каждое движение тазом – это массаж энергетического центра. Это включение потока энергии. Эффект:
тепло внизу живота, прилив энергии, радость, ощущение женственности, желание жить. Делайте 10-15 минут каждый день утром для энергии на весь день, вечером, чтобы расслабиться и войти в женское состояние. Активация через спорт и цель. Мужская энергия активируется через интенсивное движение с концентрацией. Выберите интенсивный спорт. Боевые искусства, бокс, кикбоксинг, силовые тренировки, зал, штанга, гири, бег или спринт, плавание, интенсивные единоборства или что-то, что вам нравится. Как выполняется? Не механически, а вкладывая в движение концентрацию, силу, намерение, волю. Представляйте, что с каждым ударом, с каждым подъемом штанги вы выбрасываете энергию из центра живота, оранжевый огонь вырывается наружу, сжигает все лишнее, делает вас... Все это про активацию. Каждое движение тазом – это массаж энергетического центра, это включение потока энергии. Эффект – тепло внизу живота, прилив энергии, радость, ощущение женственности, желание жить. Делайте 10-15 минут каждый день. Утром для энергии на весь день, вечером, чтобы расслабиться и войти в женское состояние. Активация через спорт и цель. Мужская энергия активируется через интенсивное движение с концентрацией. Выберите интенсивный спорт, боевые искусства, бокс-кикбоксинг, силовые тренировки с зал, штанга, гири, бег или спринт, плавание, интенсивные единоборства или что-то, что вам нравится. Как выполняется? Не механически, а вкладывая в движение концентрацию, силу, намерение, волю. Представляете, с каждым ударом, с каждым подъемом штанги вы выбрасываете энергию из центра живота. Оранжевый огонь вырывается наружу, сжигает все лишнее, делает вас сильнее. Эффект – мощный прилив сил, ясность ума, мужская уверенность, стержень, тонус и потенция. Делайте 3-4 раза в неделю, минимум 30-60 минут. Плюс поставьте себе цель. Выберите одну конкретную цель на месяц. Измеримую, например, заработать $10 000, создать прототип продукта, пробежать 5 километров без остановки, написать книгу. Каждый день делайте хотя бы одно действие, приближающее к цели. Это дает направление. Мужская энергия активируется, когда есть четкая цель и движение к ней. Практика 5. Список из 100 желаний. Сватхистхана – центр желаний. Когда вы не знаете, чего хотите, центр засыпает. Итак, как делать? Возьмите лист бумаги. Напишите 100 ваших желаний. Любых. Больших и маленьких, серьезных и глупых, реальных и фантастических. Например, хочу мороженое. Хочу $1 000 000. Хочу новую машину. Хочу путешествие на Бали. Хочу научиться танцевать. Хочу секса на пляже. Хочу свой бизнес. Хочу выспаться. Хочу новое платье и костюм. Все, что придет в голову. Не фильтруйте, не думайте, это глупо или это невозможно, просто пишите. Первые 20-30 желаний напишутся легко, дальше сложнее. Это нормально. Вы докапываетесь до настоящих глубинных желаний, которые задавили годами. После, каждой неделе, выполняйте хотя бы одно желание из списка, пусть самое маленькое. Съели мороженое – вычеркнули. Купили платье – вычеркнули. Эффект – включается поток. Я хочу – я получаю. Сватхистрана просыпается. Энергия желания возвращается. Сделайте один раз, напишите список, потом работайте с ним минимум 3 месяца. Практика 6. Это глубокая энергетическая практика. Предлагаемая практика – пробуждение сватхистраны через соединение двух первичных энергий – инь – земли и ян – неба. Глубокая и очень мощная. Время проведения – 15-20 минут. Подготовка. Сядьте удобно. Можно на стул, можно на пол. Спина прямая, но не напряженная. Представьте нить, которая мягко тянет вас вверх за макушку. Руки на коленях ладонями вверх. Открытая позиция для принятия энергии. Закройте глаза. Язык прижмите к небу, а кончик языка касается неба сразу за передними зубами. Это древняя техника замыкания энергетического контура. В вашем теле есть 2 основных энергетических меридиана. Один идет вдоль передней поверхности тела, другой вдоль задней. Они встречаются во рту. Когда язык прижат к небу, эти 2 потока замыкаются в круг,
и энергия циркулирует непрерывно, вместо того, чтобы утекать. Дышите спокойно и естественно. Дышите несколько минут, пока не войдете в состояние безмыслия. В этой практике мы будем работать с позвоночником и двумя энергиями. Почему работаем именно с этим? Позвоночник — это главная энергетическая ось вашего тела. Вдоль него течет жизненная сила ци. В китайской традиции говорят, есть два источника ци. Ци земли, инь, поднимается снизу, прохладная, плотная, питающая, дает устойчивость, заземление, физическую силу. Энергия неба, ян, опускается сверху, теплая, легкая, вдохновляющая, дает ясность, идеи, духовная энергия. Когда эти две энергии встречаются в теле и начинают циркулировать, все энергетические центры, чакры, получают мощное питание. Если позвоночник зажат, ци не течет, энергия застревает. Поэтому люди с проблемами спины часто чувствуют упадок сил, депрессию, отсутствие желаний. Эта практика прочищает канал и запускает свободную циркуляцию обеих энергий. Часть первая. Открытие энергетического канала в позвоночнике примерно 4 минуты. Переведите внимание внутрь тела, на позвоночник. Почувствуйте его как вертикальная ось от самого низа, копчик, промежность, до самой макушки. Представьте, что вдоль позвоночника проходят светящиеся линии или полая труба, или поток света. Начните медленно вести свое внимание вдоль этой линии, от промежности вверх макушки, медленно, плавно прочерчивая путь. От макушки вниз промежность также медленно. Делайте это несколько раз, не спешите. С каждым прохождением канал становится ярче, чище, более проявленным. Вы словно протираете эту трубу изнутри своим вниманием, прочищаете ее. Повторите 7-10 раз. Почувствуйте, внутри вас есть вертикальная ось, стержень, основа, на которой держится все остальное. Это ваш главный энергетический канал. Открывается. Вторая часть. Подключение к источникам ци. Делается 4 минуты. Теперь расширяем этот канал вниз и вверх, подключая его к двум источникам энергии. Вниз — энергии инь. Из промежности, из самой нижней точки вашего канала, мысленно опустите светящуюся нить вниз сквозь пол, глубоко в землю, к ядру планеты. Почувствуйте там в глубине огромный источник, прохладный, плотный, устойчивый, океан инь энергии, как подземные воды. Представьте, что от этого источника начинает подниматься поток прохладный. Он входит в вас через стопы, промежность, поднимается у основания позвоночника, ци земли, инь, энергия, она питает вас снизу. Почувствуйте этот восходящий поток, несколько циклов дыхания. Вверх к ци неба, ян. Теперь из макушки, из самой верхней точки вашего канала, мысленно вытяните светящуюся нить вверх, сквозь потолок, высоко в небо, к солнцу, космосу. Почувствуйте там на высоте второй источник, теплый, легкий, яркий. Это океан ян энергии, как солнечный след. Представьте, что от этого источника начинает опускаться поток теплый, золотой или ярко-белый. Он входит в вас через макушку, опускается в позвоночник. Ци неба, ян энергия. Она питает вас сверху. Почувствуйте этот нисходящий поток, несколько циклов дыхания. Теперь почувствуйте оба потока одновременно. Снизу поднимается прохладная инь, сверху опускается теплая ян. Вы проводник между землей и небом, канал, через который текут обе энергии. Часть третья. Наполнение свадхистханы. Теперь переместите основное внимание в области свадхистханы, между пупком и лобком. Представьте, что в этом месте начинает формироваться шар энергии, оранжевый, яркий, теплый, живой. Два потока вливаются в него, они смешиваются внутри шара, создавая оранжевое свечение. Начните вдыхать в этот шар, и с каждым вдохом шар становится больше и ярче. Продолжайте 5-6 минут. Вы можете почувствовать сильное тепло, переходящее в жар, пульсацию, как будто там внутри бьется сердце. Волны, расходящиеся от центра по телу, желание двигаться, прилив сил и радости. Это ваша свадхистхана наполняется. Источник творения включается. Часть четвертая.
Циркуляция энергии через позвоночник. Теперь, когда Свадхистхана наполнена, начнем циркулировать энергию по всему телу через позвоночник. Почувствуйте свой позвоночник как вертикальная ось от копчика до макушки. Начните дышать и двигать энергию. Вдох. Из Свадхистханы энергия поднимается вверх вдоль позвоночника по спине макушки. Оранжевый поток ползет вверх по спине. Выдох. Энергия опускается от макушки вниз по передней поверхности тела, обратно в Свадхистхану. Замыкается круг. Вдох вверх по спине, выдох вниз по передней части. Повторяйте 10-15 циклов. Вы разгоняете энергию по кругу, она течет непрерывно. Свадхистхана вверх по спине, макушка, вниз по груди, животу, обратно. С каждым кругом поток становится сильнее, свободнее, быстрее. Почувствуйте, энергия течет. Блоки растворяются. Вы живой канал между землей и небом. Завершение. Сделайте 3 глубоких медленных вдоха и выдоха. Верните внимание в Свадхистхану. Почувствуйте, шар продолжает светиться там. 2 потока инь, земли, янь, неба продолжают питать его. Энергия продолжает циркулировать по кругу. Все это будет работать весь день, даже когда вы встанете и пойдете заниматься делами. Медленно откройте глаза, посидите минуту спокойно. Потянитесь, улыбнитесь. Эффект может чувствоваться: такой мощный прилив энергии, ясность ума, желание действовать. Идеи начинают приходить сами. Уверенность в себе, радость, ощущение «я живой, я могу». Важные моменты. Первые 2-3 раза ощущения могут быть слабыми или почти незаметными. Практика первая. 15 минут для себя. Это самая простая и самая сложная практика одновременно. Каждый день выделяйте 15 минут на то, что приносит вам удовольствие. Просто удовольствие без цели, без пользы, без продуктивности. Что угодно, что вам нравится. Для женщин это может быть танцевать под любимую музыку, лежать в ванне, красить ногти, читать роман, пить кофе с пирожным и смотреть в окно. Мечтать ничего не делать. Для мужчин играть на гитаре, возиться с машиной или техникой, гулять в лесу, играть в видеоигры, смотреть фильм, читать что-то интересное не для работы, а для души. Для всех рисовать, готовить что-то вкусное, слушать музыку, гладить кота, смотреть на закат, лежать на траве. Правило: никакой вины, никакого «я должен работать». Эти 15 минут священны, они только для вас. Каждый раз, когда вы делаете что-то для удовольствия, вы даете сигнал Свадхистхане: «Мне разрешено наслаждаться, мне разрешено быть». Источник начинает оттаивать, понемногу, день за днем. Делайте каждый день, 21 день подряд минимум. Практика 2. Оранжевая ванна. Это подход очищения через расслабление. Это древний рецепт очищения энергетического тела из храма Хатхор. Рецепт. 1 килограмм морской соли или английской соли, 5-7 капель эфирного масла апельсина, 3-4 капли масла апельсина, по желанию можно добавить свежую апельсиновую цедру. В ванной вода теплая, не горячая, 37-38 градусов. Как делать? Растворите соль в воде, добавьте масло, ложитесь, и ванна на 20-30 минут. Закройте глаза. Визуализация. Представляете, вода оранжевого цвета, теплая, солнечная, радостная. Она растворяет всю энергетическую грязь, все блоки от людей, всю тяжесть от подавленных эмоций, весь негатив. И наполняет вас чистой, свежей, творческой энергией. После ванны не вытирайтесь насухо, просто промокните тело полотенцем и дайте воде высохнуть естественно. Так энергия лучше впитывается. Эффект. Вы физически почувствуете легкость, как будто сбросили тяжелый груз. Чистота изнутри. Делайте 1-2 раза в неделю, особенно после тяжелых дней, после общения с негативными людьми, когда чувствуете себя грязным энергетически. Практика 3. Движение тела. Инь. Активация Свадхистханы включается через движение телом, особенно через движение бедрами и тазом. Для женщин – танец.
Включите музыку, любую, которая вам нравится, дома наедине с собой. Начните двигать бедрами и тазом, круговые движения по часовой стрелке и против, восьмерки, волны телом, покачивание из стороны в сторону, все, что хочется. Важно. Закройте глаза. Не думайте, как это выглядит. Просто чувствуйте движение, наслаждайтесь им. Это древняя практика пробуждения женской энергии. Танец живота, храмовые танцы – все это про активацию. Каждое движение тазом – это массаж энергетического центра, это включение потока энергии. Эффект. Тепло внизу живота, прилив энергии, радость, ощущение женственности, желание жить. Делайте 10-15 минут каждый день. Утром для энергии на весь день, вечером, чтобы расслабиться и войти в женское состояние. Активация через спорт и цель. Мужская энергия активируется через интенсивное движение с концентрацией. Выберите интенсивный спорт – боевые искусства, бокс, кикбоксинг, силовые тренировки, зал, штанга, гири, бег или спринт, плавание, интенсивное единоборство или что-то, что вам нравится. Как выполняется? Не механически, а вкладывая движение, концентрацию, силу, намерение, волю. Представляете, с каждым ударом, с каждым подъемом штанги вы выбрасываете энергию из центра живота, оранжевый огонь вырывается наружу, сжигает все лишнее, делает вас сильнее. Эффект. Мощный прилив сил, ясность ума, мужская уверенность, стержень, тонус и потенция. Делайте 3-4 раза в неделю минимум, 30-60 минут. Плюс. Поставьте себе цель. Выберите одну конкретную цель на месяц, измеримую, например, заработать $10 000, создать прототип продукта, пробежать 5 километров без остановки, написать книгу. Каждый день делайте хотя бы одно действие, приближающее к цели. Это дает направление. Мужская энергия активируется, когда есть четкая цель и движение к ней. Практика ПАТЬ. Список из 100 желаний.